Всем привет, друзья! Вы на канале Tracker in Scandinavia, и у меня предновогодний рейс. Сегодня у нас 28 декабря, и план видео будет таков. Сейчас я нахожусь на 4-й дороге и двигаюсь в сторону Транхейма. Выгрузка будет у нас в Транхейме, у мужичка дома, так сказать. Дрова с доставкой на дом. Повезем мы дрова. Значит, сейчас я поеду коротким путем и объясню почему. Значит, в описании будет маршрут, как всегда, да? Вы найдете и поймете, кому интересно, посмотрите, какими дорогами я ехал. Значит, поеду коротким путем, потому что там сейчас нету машин, стоит хороший мороз, дорога хорошая, я оттуда только что как бы возвращался. Единственное, что отличие, что я сейчас еду уже груженный, а вчера я ехал пустой по этой дороге. Ну, ничего страшного, там дорога нормальная. Осадков не было и стоит мороз, поэтому я не парюсь. Еще что, стекла будут чистые, я буду спокойно себе ехать, никому не мешать, и мне никто не будет мешать. Потому что по четверке сейчас вечер, 5 часов вечера, даже еще 5 нету, 4 часа вечера, движуха хорошая, стекло постоянно засранное, зеркала все засранные, в общем. Я принял решение поехать короткими путями, трехзначными дорогами. Так вот, завтра покажу процесс выгрузки. Меня как раз просили там люди в комментариях, чтобы я почаще показывал выгрузки. Вот выгрузка будет у нас дровами. С обеих сторон я буду открывать прицеп, так как у него короткие вилы. Я уже был на этой выгрузке. У меня была небольшая вставочка из этого места, где я искал, ходил, машина стояла на дороге с проблесковыми маячками. Вот, и сейчас я еду опять к этому мужику, короче. Так что посмотрите полный процесс этой выгрузки и этой территории. Вот. И вечером мы, точнее не вечером, а после выгрузки, завтра, мы узнаем, что мне придумают к Новому году. Поеду ли я пустой в порт и уже Новый год буду в порту справлять, или же какую-то загрузку еще куда-то найдут. В общем, посмотрим. Большая здесь стоянка, кюшка. Я вот только не обратил внимания, платная она или нет. Но вроде бы никаких знаков не стояло, что она платная, значит бесплатная. Потому что обычно при въездах и вдоль стоянок стоят знаки. Там 100 крон, 130. Так, что-то я и туда поехал. Кстати, тоже горячая вода, щетки, все стоит, хотя мороз минус 10. Ничего это не убирают, поэтому хорошая стоянка. Ну и легковушек, конечно, здесь огромное просто количество какое-то. Хорошо, когда ты на фуре. Когда на фуре ты главный. Все остановились, все пропустили. Прорабатываю максимальное время сейчас. Буду 10-й час брать. Чтобы завтра за одну смену без перерыва доехать до выпуска. Потому что все-таки предпраздничные дни и неизвестно, где там этот, как его, фермер находится. Короче, подрабатывает фермер, уже не первая выгрузка. Наверное, работы нету особо зимой. Вот поэтому они затариваются дровами. И потом с доставкой на дом продают в 3-4 раза их дороже. Нормальный бизнес. Субарик. Что-то он там случилось с ним, сломался. Вот это уже нормальная дорога. Ни машин, ни людей, никого. Ну, люди есть, конечно, вот. Домики даже какие-то стоят. А погодка минус 20 у нас.
очень хорошо. Но здесь такая наледь противная. Да, здесь, конечно, узковато. И с грузовичком разъехаться будет проблемно, но они здесь отсутствуют. Практически, если только такой, как я, не решит сократить. Знак дорожный очень интересный такой был. Я не знаю, на камере его было видно или нет, как человек вылетает из машины. Все, еду один, наслаждаюсь лесом. Была легковушка сзади, я ее пропустил, чтобы она мне сзади там не мельчешила. И отлично себе так качусь. 13 километров еще этого леса нужно проехать. Ну, здесь ничего сложного нет. Ну вот, это дом чей-то. Я думал, там машины в этом, в обочине. Хорошая такая пейзажная дорога. Но, конечно же, всегда, когда выбирать маршрут, нужно 1000 раз подумать. Если бы я вчера здесь не проезжал бы, то я бы сюда тоже не поехал. А так я вчера ехал пустой, погода была тоже хорошая. Ну и я поехал. Нормальная дорога, ничего серьезного. И проблемой пропадает город с кольцами. И сейчас уже с этой дорожки мы выйдем на 45-ю, там по 45-й до 14-й дороги нужно будет проехать. Вот люди живут в глуши какой-то. Расстояние от домов где-то, по-разному. Вот здесь, например, близко 2 дома друг напротив, точнее, как получается, 2 семьи друг напротив друга. Здесь еще маленький домик есть. Ну, все светится внутри. Возможно, кто-то и живет. Итак, добрался я до стояночки сегодня, выработал время. Осталось мне 327 километров до выгрузки, и у нас минус 25 на улице. По дороге достигало до минус 27. А самое интересное, что на утро уже передают 0, желтый уровень опасности ветра и снег. Поэтому может быть интересно уже завтра даже. Значит, что-то я еще хотел сказать. Да пока пошел прогулялся здесь, посмотрел, работает ли заправка с туалетом, то и забыл. Вот. Поэтому увидимся уже завтра. Наступило морозное утро мое. Значит, сейчас 6 утра по местному времени. Ночью где-то 27-28 было. Вроде бы меньше не опускалось. И завелся я с таким очень трудом. Я перед этим прогрел систему мокрой автономкой. Где-то около получаса она у меня работала. И стартанул я спустя 9 часов ровно. Я завел машину, то квох-квох-квох, но раскочегарилось, все нормально. Вот, поэтому движемся в Транхейм. Надеюсь, там будет 0 хотя бы, чтобы тент оттаял и более-менее сдвигался. Фух. Сделал себе горячего чайку. Посижу, допью и помчу.
25 мороза и полчаса сейчас я, мягко выражаясь, занимался херней. Замерзли у меня передние колеса, точнее, что правильно там, замерзли колодки, возможно, примерзли. Вначале я думал одно колесо, а потом оказалось, что целых два, уже выйдя, посмотря по шлейфу, что получается. Вот. Значит, что я делал? Сидел, дрочил ногой педаль тормоза и ручником, все подряд. Пошел проверять, думал, может и прицепа колеса все прихвачены. Нет, колеса, уже посмотрел тоже по следу, что колеса прицепа крутятся. Я красную кнопку вынял, еще раз включил на всякий случай. Не знаю, зачем я это сделал. Чтобы система воздуха везде начала работать, наверное, равномерно, нормально. Несколько раз выгонял и загонял воздух до конца в ресиверы. Ну и вот спустя полчаса, еще игрался я ленивцем, то поднимая его полностью, потому что, я уже не мог, в принципе, трогаться. Я полностью поднял ленивца, проехался, опустил, опять проехался, чтобы создать большую нагрузку, то есть вначале на ведущие колеса, потом более-менее, когда машина выехала из ямок уже накатанных, дать нагрузку на передние колеса. Ну и в общем, короче, у меня они закрутились. Вот. Но это-то ладно, закрутились и хорошо. Это у меня второй раз уже, кстати, происходит. Вопрос, почему так произошло? Вот в чем вопрос. И как эту причину устранять окончательно. Что-то такое, что колодки замерзали. Это ненормально. Так что накидывайте варианты, что это может быть. Начинает у меня потихоньку расцветать. 9 утра сейчас местного. И прогноз, который с вечера я смотрел, начинает потихоньку сбываться. Ветер усилился, притом порывистый, как видите, дорогу начинает потиху прометать. Ну и такие толчки где-то мне выстреливали из-за поворота, что машину пару раз приходилось ловить. Вот. Минус 5 градусов, поэтому по прогнозу должен начаться скоро снег. Поэтому моя задача сейчас успеть переехать перевал и спуститься уже вниз к Транхейму. Переехал границу и, еще точнее впереди сейчас таможню я прошел, а впереди уже граница. Ну и вот почти на норвежской стороне, конечно, все гораздо уже хуже. Ну и ветер, я сейчас выходил с машины, шел на таможню, конечно, такой поддувал хороший. И значит, у меня 95%, что мне придется сюда возвращаться. И что здесь будет к обеду и после обеда, это вообще неизвестно, потому что небо черное. И, конечно, лучше бы здесь шел снег, чем будет идти дождь. Так что посмотрим. 2 градуса в Транхейме. Ветер какой-то периодически бывает, залетает, но так в целом нет. Осталось на 35 километров до выгрузки. Навигатор здесь мой теряется, так как ремонт был, новая дорога. Здесь я когда первый раз был, то в Гугле смотрел адрес, где же там правильно поворот будет. Здесь у нас экзотический мостик, 4,2 на нем ограничение. И то ли у меня палеты на бок уже стали от дороги, либо у меня настолько кривой прицеп. Так, что ты там? Остановился? Остановился.
вес на ведущую. Аккуратненько нужно в этом повороте. Все на искосах, конечно, но нормально. Так, что у нас получилось? Что у нас получилось по тахографу? 4:32. Ну, это ничего страшного, нормально. Видите, на эту сторону прицеп выпирает. Я думаю, пару политиков наклонились. Что ж, такая вот у него территория, 2 дома. Я так понимаю, вот этот считается как типа гостевой, возможно. Ну, а этот большой уже, старый, основной. Гаражик, как по традиции, кемпинг стоит. Легковая и трактор. Трактор старенький. С названием у нас Форд. Чистит он им территорию. Ну а я стал сразу к воротам, как в прошлый раз выгружался. Вот, и он погрузчиком с обеих сторон складывает. Убежал задний палет. С этой стороны один. Это я попытался дверь открыть и дальше не стал продолжать это делать. И вот со второй стороны 2 палета. Сейчас я не знаю, как мы их будем выгружать, но как-то будем. Первоначально опять-таки никого нету. Я сейчас попробую пойти в домик, позвонить, постучать. Потому что нету его здесь грузовичка. Здесь его грузовичок стоял в прошлый раз. Сейчас его нету. Вот, ну... На крайняк придется их рушить, эти палеты. Я думаю, вряд ли у него получится их выгрузить. Ну, попробовать как-то выровнять. В общем, посмотрим, что мы сейчас сможем придумать. Соколик поймал маленькую птичку, подкараулил. Наверное, вам ничего не видно. Вот он полетел с ней. Тут кормушки стоят. Получается, сбоку, с левой стороны. И птички прилетают и клюют все подряд. И где-то сидел соколик и подсек одну птичку. Вот так. Что ж, ребята, ситуация такая, что выгружаю я сам. У меня есть помощник и 2 погрузчика. Как видите, палеты, которые стояли, пришлось их рушить. Я пробовал их выровнять, ни хрена не вышло. Поэтому слаживаем на эти палетики и составляю я их здесь. Водить приходится самому. Сейчас я немножко крошки подсыплю, потому что буксует вот этот вот погрузчик. Прикол в чем, что вот этот большой трактор, он без тормозов. То есть мне тут вообще весело. Поэтому приходится сильно затягивать ручник и тормозить нейтралку. Вот так. Значит, если бы я сам сейчас не выгрузил, выгрузили бы меня только на Новый год. Ой, что-то я много взял.
просыплю. Так, погнали. Поэтому я веселюсь как могу. Вот здесь сейчас полосу надо просыпать, потому что погрузчиком подъезжая я буксую. Опа. По чуть-чуть вот так вот я сейчас. Потому что здесь уклон небольшой. И очень это все хреново. Чуть-чуть здесь добавлю. Вот этот джойстик управления. Им можете делать. А это переключает вперед-назад. Так, все, здесь хватит. Поставлю, пока я его... Он мне еще пригодится. Так, продолжаем движуху. Этот чувак, которого мне дали, он ни хрена не умеет. У него болит спина, короче. Ну, можно считать, что я тут один сам с собой. Придумал, что мне сделать. Он только курит табак каждые 5 минут. И плевать он на все хотел. Я даже не знаю, кто это. Самое интересное будет впереди, когда буду высокие все палеты выгружать. Я, правда, один уже попробовал. И у меня... Так, вот здесь я еще не на... Вот так. Тихо. Немножко здесь джойстик уже подъебан. И о, все. И не всегда оно правильно делает так, как мне надо. Вот оно... О, короче, уставший джойстик. Ну и сам погрузчик тоже как бы не молодой. Так. Ясно. Вот так и работаю. Полную, конечно же, я не буду пока так вкратце, чтобы вы понимали, что я делаю. Ну и потом покажу с этими высокими. Это, конечно, будет. Я здесь буду еще и завтра, чувствую, выгружаться. Вот так. Yes, 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 knife. Опа. Я, конечно же, слаживаю лишь бы как, по маленькими этими самыми, чтобы
не напрягаться. Раз. Я пробую вот этим палетом. Так. Двигается у меня. Сейчас мы попробуем. Дверь чуть не выломал. Как же тебя подровнять? Так, у нас, во-первых, ремешок там стоит. Все, сейчас туда докидаю дрова и займусь этим делом. Все, друзья, приехал настоящий водитель. И сейчас будет все гораздо быстрее. Ух ты. У меня тент разбушевался, ветер поднялся к вечеру. Что робится? Что робится? Может, он сам откроется? Я думаю, вряд ли, только закрыться он может. Надо его это самое стягивать и пристегнуть ремнем. Эх. Так, ладно, буду работать. Итак, дело к концу, но даже водитель погрузчика обронил палеты. И здесь осталось. Сколько палет? 5 палет. В общем, короче, выгрузка обалденная вышла. Очень высокие палеты. И, короче, он один зацепил. Потом второй. Короче, физуха у меня полная. 30 декабря двигался я в направлении попутной еще загрузки и потом уже в порт. Ну и что-то на дороге произошло. Все стоят. Легковушки, некоторые впереди разворачиваются и выезжают в обратную сторону. Загрузка у меня до 2 часов. Нужно было успеть. На данный момент половина 12-го по местному времени. Ну и посмотрим, что из этого всего выйдет и что же там произошло. Я думаю, кто-то там... Короче, авария, я думаю, какая-то. Дорога каток. Легковушки до хрена кто поразворачивался. Ну а я пойду посмотрю, что там происходит. Главное не навернуться, пока иду. Просто стекло. 1 градус на улице. Стянуло, короче, его в кювет из-за гололеда длинномера. И, значит, вот этого тоже, я так понимаю, его начало стягивать. Он остановился вовремя. Подсыпался полностью везде песком. И все, дальше он тоже не едет, потому что его начнет стягивать. Значит, пожарными перекрыта дорога с обеих сторон. Сколько здесь стоять, неизвестно. Я так понимаю, пока... И автовоз, кстати, тоже. Есть 2 варианта. Либо его тоже начало стягивать, он остановился, либо он хотел это все дело объехать, но потом передумал. Значит, оттепели ждем. Я не знаю, ну, конечно, ситуация, да, такая, что здесь немножко уклончик идет. Вот, с небольшим таким, получается, спуск шел и уклончик. И потянуло всех подряд. Ладно, ждем, что будет. Рассказал я им, что нечего там ловить.
Поехали они вокруг. Так, а я не только под ведущую подсыплю камешков, но подсыплю я и под передок, и под прицеп. Я все-таки на небольшом таком стою спуске, и от греха подальше я подсыплю еще камней. Че, подсыпался? Подсыпался я, чтобы смело стоять с обеих сторон. Накидал я камней. Мало ли что. Для собственной, в первую очередь, безопасности. И впереди стоящего белого Volkswagen транспортера на эстонских номерах. Судя по ситуации, там все надолго, потому что викингов даже нету. То есть только приехали первые пожарные. То есть, ну, это где-то полчаса назад все произошло, я думаю. Вот. И движение не откроют, пока не уберут тягач. Либо же просто должны засыпать сплошным щебнем всю эту дорогу, чтобы все разъехались. Тоже как вариант, что, может быть, сейчас все-таки приедут службы, засыплют этот участок дороги, чтобы все остальные участники движения смогли двигаться. Вот. Но у меня загрузка под вопросом, под очень большим вопросом, потому что мне еще 100 километров ехать, а уже там 12 часов. То есть, ну, в ближайший час я на 100% уверен, что здесь ничего не произойдет. Вот такой вот у меня 30 декабря. Предновогодний последний рейс. Ну что, ждем. 31 декабря, друзья, наступило. Сегодня будем праздновать Новый год. Каждый по-своему. Я буду праздновать его в кабине. Значит, и 2 числа уже начнется новый рабочий год. Прокомментирую немножко я выгрузку. Кто не понял. Значит, я приехал, никого не было. Я позвонил клиенту, и он сказал, что, возможно, он сегодня не приедет. Нужно было что-то решать. И приехал вот этот помощник, который открыл мне эти сараи, завел всю технику. Он сам не умел водить. У него еще болела спина, в общем. Ну, чем-то немножко он мне там помогал. 3 палета, их выровнять, я считаю, было нереально как-то. Пришлось их разрушить и собирать потом заново по половинкам, как видели, я их послаживал. В общем, все там нормально прошло, закончилось, было весело, я повеселился. Мне интересно на новогодние поздравления, возможно, уже идут. Мне интересно кататься на технике, я люблю разную технику и умею на многом чем ездить, так сказать. Поэтому у меня с этим нету проблем. Вот, и план был такой, что я буду пустым ехать в порт, но 30-го пришла информация, что, возможно, невозможно, а будет загрузка. И я выдвинулся в сторону загрузки, и вот попал в эту ситуацию, что фура легла на бок. Значит, и видео, друзья, ребята, будет уже в новом году. Очень интересное, классное видео, как полностью весь процесс, как викинги подымали его из кювета. Пока, то есть, его не подняли, полностью не убрали, не засыпали дорогу, мы никуда не двинулись. Я простоял там 5 часов. Вот, поэтому загрузки никакой уже, соответственно, не могло быть. Всем, кто в рейсе, не скучайте. У нас такая работа. Не всегда можем мы дома встречать Новый год. У меня это 4-й Новый год в рейсе. Значит, первый Новый год у меня был в Англии. Интересный такой был Новый год. 5 человек нас было в прицепе. Вот, праздновали мы там, ну, такой небольшой промежуток, да. Значит, аргентинец, серб, румын, латыш и я, собственной персоной, белорус. Второй Новый год у меня был в Норвегии. Нет, вру, я в Швецию успел переехать. 31 числа я загрузился рыбой с севера, переехал в Швецию. И у меня с 31 на 1 число была 11-часовая пауза. Я выпил бутылку шампанского, даже не допил, лег спать и поехал дальше уже 1 числа. Третий Новый год у меня был ужасный. Он был у меня во Франции. Я с Англии 30 числа, 29 я переплыл с Англии во Францию и заболел коронавирусом. В общем, Нового года у меня, в принципе, его не было. И сейчас у меня 4-й Новый год уже в рейсе. Что хочу вам всем пожелать, это не делать в первую очередь плохого другим, и вам не будут делать плохого.
Работать немного, зарабатывать много. Каждый об этом мечтает. Ну, все нужно в меру делать. Не нужно гнаться за деньгами. Я сейчас говорю про дальнобой. Я сам однажды погнался за деньгами, но опыт был так себе. Ну, конечно, опыт я получил свой, но сейчас я стараюсь работать, чтобы у меня соответствовало все. Зарплата и соответствовало выполняемой работе. И условия работы. Сейчас у меня все это соответствует. То есть я всем доволен, так сказать. И всем того же желаю. Ну и моим подписчикам, конечно же, огромное спасибо за поддержку, лайки, за ваши комментарии, вопросы. Основываясь на ваших иногда вопросах, я могу создавать какие-то новые видео. Все, друзья, увидимся с вами в следующем году. Всем удачи и пока.